Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале, который называется «Уральская кудесница». Меня зовут Ната, и сегодня я буду шить очередную косметичку. Какая она по счету, я, честно говоря, не знаю, не помню, но точно могу сказать, что такой косметички у меня нет на моем канале. Я вообще не повторяю форму косметичек. Мне не нравится шить однообразные косметички. Сегодня у меня косметичка будет с двумя карманами из ткани и джинсов. Мне нужна будет молния. Моя молния 50 сантиметров. Дополнительно к ней вот такой бегунок. Можно взять две коротких молнии, но так как у меня есть одна, буду использовать ее в работе. Затем мне нужна будет выкройка. Выкройка самая простая. Высота моей косметички 12 сантиметров, ширина ее 20 сантиметров. Она имеет вот такое скругленное донышко и косметичка с карманом. Карман на внешней стороне. Также карманы будут на внутренней стороне. Все достаточно просто. Это подклад. В подкладе, как и говорила, у меня будут карманы для карточек. Итак, я, конечно, за кадром уже много работы сделала. Вот такой у меня будет внутренний карман. Это ткани из магазина 1 метр ткани. Простите за каламбур. Затем, посмотрите, я уже подготовила все детали своей косметички. Вот таким образом у меня будет выглядеть внутренний подклад. Здесь у меня два кармана для карточек. Это вот эти детали. Подкладка состоит из 3 частей. Здесь, девчонки, все очень просто, поэтому подробно на этом моменте останавливаться не стала. Выкроила 3 одинаковых детали по ширине и в средней детали сделала вот такие кармашки. Все достаточно просто. Единственное, так как у меня джинса стретч, я ее, конечно, всю проклеила флизелином, чтобы удобно с ней было работать и не тянула, не вело ее в работе. Вот такая одна часть подклада. Затем вторая часть подклада. Это будет выглядеть вот таким образом. И дальше я поработала с внешней стороной косметички. Одна половинка косметички будет выглядеть вот таким образом. Верх у меня из ткани, низ у меня из джинса. Смотрите, я уже обработала верх. Моя любимая салфетка для придания жесткости работы. Сделала вот такую бейку. Бейка у меня 3 сантиметра в ширину. Я ее совместила с верхним краем косметички, проложила строчку, отогнула, отутюжила. И вот так у меня выглядит. А затем я поработала с другой стороной косметички. Это у меня вот такая деталь. Смотрите. Я всего лишь разрезала выкройку на две части. От верхнего края до середины у меня 3,5 сантиметра. Лучше, конечно, делать выкройку на бумаге, чтобы видеть полный масштаб, простите, косметички, чтобы понимать, какой карман нужен. Вот таким образом у меня будет выглядеть все. Это верхняя часть косметички, то есть верхняя часть внешней стороны. Это у меня вот здесь. Здесь у меня будет находиться внешний карман. Я думаю, все понятно. Также эти детали обработала бейкой. Бейка у меня выкроена по долевой. Посмотрите. Проложила шов, отогнула и все заутюжила. А теперь моя работа заключается в том, чтобы сделать вот этот внешний карман. Для этого я взяла молнию. Молния у меня одна. Разрезаю ее на две части. Беру одну из частей и пришиваю ее. Так, молнию надо мне раскрыть. Посмотрите, сначала я ее сейчас закалю булавочками. Бейкой обработала специально для того, чтобы не делать лишнюю толщину. Но и я считаю, что так намного смотрится лучше. Можно это наметать, но я для быстроты, чтобы вам показать, накалываю это все на булавочки. Вот, поработаю сначала с верхней частью. Беру подклад в руки, накладываю вот таким образом. Посмотрите, эта деталь у меня лицом на стол. Подклад, то есть, вернее, карман тоже лицом на стол. И дальше я здесь тоже сейчас заколю булавочками. И прошиваю здесь строчку. То есть я одновременно пришиваю мешковину кармана и закрепляю молнию. Вот так у меня будет все это выглядеть на лицевой стороне. Затем беру вот такую деталь. Это низ внешней стороны. Прикладываю также молнию. Закрепляю ее пока булавочками. И затем, смотрите, после того, как я
сделаю строчку на верхней детали. Я буду пришивать мешковину кармана к нижней стороне. Лицевой стороной кладу на стол вторую деталь. И, девочки, здесь то же самое. Мешковину кармана тоже кладу лицевой стороной вниз. И также сейчас закреплю булавочками. И прокладываю строчку, одновременно прикрепляя мешковину кармана и молнию. И в итоге у меня получится вот такая деталь, из которой я потом сделаю карман. Все очень просто. Итак, закрепляю одновременно молнию и пришиваю мешковину кармана. Все очень просто. Когда это все сделаю, вернусь к вам и покажу, что делать дальше. Так, мешковина кармана у меня готова. Посмотрите, как смотрится. Она у меня изнутри. Вот таким образом. Опустила я ее вниз. Вот так выглядит у меня все с лицевой стороны. Одела уже бегунок. Вот он у меня, посмотрите. Раскрывать его не буду, потому что какая-то молния мне попалась сложная. Бегунок одевается не очень быстро. И теперь просто приколю булавочками эту мешковину, чтобы она мне не мешалась. Не болталась туда-сюда. Потом ее обязательно закреплю. Все. А теперь я буду пришивать молнию верхнюю. Все как обычно. Беру молнию. Бегунок я уже вдела. Делаю. Вот таким образом. Опять бейку отгибаю. Очень хорошо. Прикладываю к молнии. Посмотрите. Все то же самое, тот же самый процесс. Я, конечно, это все наметываю. Но для быстроты показа я все накалываю булавочками. Посмотрите, одна половинка. А затем к другой половинке молнии у меня вторая половинка косметички. Также все это прикалываю. Вот так это у меня все выглядит. Сейчас, конечно, все выровняю. И, девчонки, шов я прокладываю вот здесь, прямо по краю этого канта. Теперь переворачиваю работу на изнаночную сторону и начинаю прикреплять подклад. Все то же самое. К этой стороне я прикрепляю подклад сюда, то есть делаю строчку, как и здесь. Смотрите, одновременно прикрепляя молнию к лицевой части косметички и подклад. То есть здесь прокладывается у меня строчка. Потом подклад отгибаю, он мне уже больше не нужен. Беру вторую половинку подклада, посмотрите. Складываю изнаночную сторону с изнаночной. Смотрю, чтобы в кармашке у меня вход был к молнии. Прикладываю, соединяю уже эту сторону молнии с верхом подклада. И также прокладываю строчку. Все, у меня получается вот такой подклад. Сейчас проложу строчку и покажу вам в итоге, что получится. И будем работать дальше. Молнию я пришила и одновременно пришила подклад. Вот так у меня выглядит моя косметичка. Бегунок я убрала для удобства пришивания. Посмотрите, вот так выглядит лицевая часть. Я пришила молнию и одновременно пришила подклад. Вот так выглядит подклад. Вот так выглядит внутренняя часть. Это одна половинка моей косметички. Это вторая половинка моей косметички. Вот так выглядит лицо, вот так выглядит подклад и вот так выглядит изнанка. Теперь мне остается всего лишь соединить две этих части. Но сначала я немножко поработаю с карманом, с мешковиной. Девочки, я его чуть-чуть, давайте покажу с лицевой стороны. Вот у меня лицевая сторона, это верх моей косметички. Я вот так вот переворачиваю, отгибаю подклад и карман. Я не хочу, чтобы он был полностью внизу. Мне надо немножко сделать наплыв наверх. Когда раскрою косметичку, сошью, обязательно покажу, для чего я это делаю. Поэтому я чуть-чуть приподнимаю мешковину кармана вверх, ну, буквально там на пару сантиметров. И мне ее надо будет прикрепить. Прикреплять я ее буду с лицевой стороны. Вот так вот булавочками. Пальчиками там нащупываю. Ну, еще булавочку сделаю. Это контрольный выстрел. На всякий случай. Все. Переворачиваю. Вот так вот у меня выглядит мешковина кармана. Затем беру две половинки моей косметички, которые у меня готовы. И накладываю лицо на лицо, изнаночку на изнаночку, лицевую часть на лицевую часть. Вот таким образом. Делаю шов по всему периметру. Единственное, что в моей косметичке донышко закругленное. Я эти закругления обязательно сделаю. Что на лицевой части, что на подкладе. И, конечно, оставлю место для выворачивания. Это будет либо сбоку подклада, либо на донышке. Здесь уже полностью решать вам.
Но сначала я, конечно, вставлю бегунок. Сейчас все это возьму. Бегунок вставляется сложно, но все это возможно, все это получится. Сейчас уберу лишние ниточки и, девочки, вставлю бегунок. И все. Практически моя косметичка будет готова. Кстати, можно вот на данном этапе уже украсить косметичку каким-нибудь лейбом или вышивкой. Тут уже смотрите сами, кому как удобно. Столько много лайфхаков в интернете, как вдеть бегунок. Но вы знаете, не все они хороши, скажу я вам. Вот так вот у меня бегунок вделся. Можно его вот так раз. И с этой стороны еще раз вдеть. И тогда вот получится такое закрытое место. Сейчас я это сделаю. И буду уже сшивать мою косметичку. Свою работу я полностью закончила. Вот таким образом она у меня выглядит в готовом виде. Вывернула, зашила донышко, отшпарила ее, отутюжила, пришила дополнительно лейбл handmade и вот такие небольшие хлястики. Хлястики это для декора, для красоты. Но вот понимаю, что и без хлястиков она смотрелась бы достаточно хорошо. Такую косметичку можно вполне использовать как кошелек, так как мы сделали место для карточек. При желании таких кармашков можно сделать больше. Можно сделать с этой стороны в несколько рядов. Ну, все зависит от вашего желания. Также у меня есть вот такой кармашек, в который можно складывать мелочь или вот такие купюры. Купюры сюда входят полностью. И посмотрите, так как я сделала мешковину кармана чуть-чуть вверх на пару сантиметров, карман у меня вот такой клубок. За счет этого я могу положить туда какой-нибудь высокий предмет. И за счет этого размер кармана у меня увеличился. Посмотрите. Купюра, видите, как у меня выглядывает? Ну, она у меня полностью вошла за счет того, что есть как бы глубина кармана вверх. Не только вниз, но и вверх. Также купюры можно вполне складывать вовнутрь. Они входят полностью. Ну, в общем, вот такая, девчонки, получилась у меня косметичка. Мне моя работа нравится. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Я занимаюсь не одним видом творчества и рукоделия. Ну а вам я желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой и хорошего лета. Пока-пока. До встречи на моем канале.